Ты оказался в тюрьме. Не в страшной байке, не в криминальных мемуарах и не в вымышленном кино, а по-настоящему. Ты больше не свободный человек. Суд закончился, приговор оглашен. Теперь ты осужденный. Государство официально навесило на тебя вину и лишило свободы. Первый день – это не просто начало отсчета. Это момент, когда твоя личность начинает меняться. Меняться под новый уклад. Ты попадаешь в систему, а здесь все иначе. Ты уже не Иван Иванович, ты номер, статья, распорядок, посещение, нарушение, режим. Слово «личность» здесь живет по другим законам. В этом видео мы пройдем путь пошагово. Что происходит в первый день, как тебя этапируют, как встречают сотрудники и другие заключенные. Какие правила формальные, какие неформальные. Что категорически нельзя делать и как остаться человеком там, где у многих стираются черты личности. Ты получишь не просто факты. Мы передадим атмосферу, чувства, запахи, напряжение, все, с чем сталкивается новичок за решеткой. Без прикрас, без романтики, без вымысла. Только реальность, такая, как она есть, потому что знать значит быть готовым. Этапирование. Первая серьезная встряска. Переход из одного мира в другой. Обычно все начинается с короткой команды. На выход с вещами. Если ты был в СИЗО, ты уже немного привыкаешь к замкнутому пространству. Но этап – это другой уровень. Изоляция, холод, неизвестность. Перед отправкой – камера ожидания. Могут подержать часами. Без информации, без права спросить, куда везут и насколько. Потом – транспортировка. Автозак, металлическая клетка на колесах. Тесно, душно, темно. Зимой, как морозильник. Летом, как печка. Внутри перегородки. Иногда едешь с другими, иногда один. В стакане. Это крошечная капсула, где даже сесть нельзя, только стоять или прислониться к стенке. Конвойные не церемонятся. Заход с толчком. Обращение короткое, грубое. Улыбок не будет. Ты – объект транспортировки. Никакой воды, никакой еды, никакого туалета. Поездка может длиться часы, может сутки, с пересадками, сменой машин, сменой изоляторов. Прибытие еще не конец. Сначала карантин. Это не СИЗО и не колония, это буфер. Здесь проверка. Медицинская, психологическая, административная. Тебя могут подержать здесь день или неделю. Все по графику, по системе. Ты уже не человек, ты груз, строчка в журнале, единица в плане. Если повезет, доедешь спокойно. Если нет, унижение начнется уже в дороге и запомнится на всю жизнь. Только после карантина проход на территорию колонии. И там все начинается по-настоящему. Ты у ворот колонии. Здесь начинается настоящий режим. Постоянный. Не как в СИЗО, временный. Первый шаг – регистрация и досмотр. Формальности? На деле психологическая атака. Тебя заводят в приемку. Это может быть тесная комната с металлическим столом. А может зал на десятки человек. Но атмосфера везде одна. Жесткая. Сразу приказы. Раздеться. Руки вверх. Повернулся. Все громко. Все жестко. Унижение – это не личное. Это часть системы. Обыск полный. Приседания. Проверка рта. Волос. Паха, анального отверстия, негигиена, поиск запрещенки, телефоны, сим-карты, лезвия. Все находят. Твои вещи вытряхнут, проткнут, вскроют, даже зубную пасту могут разрезать. Фото, письма, талисманы могут отобрать, без объяснений. Потом фото, анфас и в профиль, как в архиве, затем отпечатки. Пальцы, ладони, иногда подошвы и уши. Все в базу. Тебе выдают форму. Серая, черная, синяя. Зависит от режима. Вещи грубые. Один размер на всех. Нижнее белье поношенное. Ботинки жесткие. Каждая вещь с номером. Ты больше не Иван. Ты строка в реестре. Составляют список твоих вещей. Ты подписываешь. Что-то в камеру хранения, что-то на склад. Деньги на счет. Иногда часть конфискуют. Не положено. Возражение бесполезно. Протест – это уже нарушение. Параллельно шум, команды, строгие лица. Кто-то теряет сознание, кто-то в панике, кто-то в ступоре. Это нормально. Это шок.
Потом короткое собеседование, обычно с оперативником или психологом. Вопросы. Были мысли о суициде? Есть болезни или что-то провокационное? Как относишься к власти? Кто ты по жизни? Ловушка. Каждое слово может аукнуться потом. Здесь все проверка. После этого ты выходишь уже в форме, с номером, с вещмешком. Идешь по плацу. Внутри еще шумит протест, а снаружи ты уже в системе. Впереди зона, люди, иерархия, новый мир. После досмотра следующая остановка – инструктаж. Это не просто ознакомление с порядками, это ввод в новый мир. Тебя ведут в кабинет, небольшое помещение, чаще всего с потрепанной мебелью и равнодушным сотрудником. Он берет папку и начинает читать, монотонно, без выражения, правила. Твоя жизнь теперь расписана по минутам. Подъем в 6, зарядка, проверка, завтрак, работа, обед, вечерняя проверка, отбой в 10. Каждый шаг по команде. Шаг в сторону – это нарушение. Нарушение – это взыскание. Повторное – ШИЗО. Потом ПКТ. А дальше СУС и строгий режим. Тебе объясняют, что нельзя. Хамить, обращаться без разрешения, отказываться от работы, игнорировать команды, ходить без сопровождения, пользоваться запрещенкой, телефоны, симки, иглы, алкоголь, лекарства без назначения врача. Нарушишь – последствия. Иногда новое дело. Не преувеличено. После формальных правил немного про неформальные. Иногда сотрудник скажет напрямую: в чужие разговоры не лезь, в глаза не смотри, никому не верь. Иногда намеком. Запомни, эти слова не фигурой речи. Это основа выживания. Иногда приглашают старших по отряду, заключенных, которые взаимодействуют с администрацией. Кто-то скажет пару слов, кто-то просто посмотрит. Ты на виду, уже сейчас. После инструктажа тебя отправят в карантин или сразу в отряд. Это старт. Дальше инструкций не будет, только практика. И ошибки, за которые платят болью, или изоляцией, или клеймом. Вывод один. Слушать и молчать. Это не трусость. Это разум. Тебя переводят в отряд. Или сначала в карантинный. Часто именно в карантин. Чтобы понаблюдать, кто ты, как себя ведешь, как реагируешь. Первый контакт с заключенными не про дружелюбие. Это допрос, неофициальный, но обязательный. Кто ты? По какой статье? Где сидел? Сколько дали? Это фильтр, оценка. По ответам тебя сканируют. Лгать нельзя, вскроется. Всегда. Связи между зонами работают, проверяют быстро. Если статья грязная, все, ты в изоляции. Без обсуждений, с тобой не едят, не разговаривают, не спят рядом. В лучшем случае игнор, в худшем насилие. Если статья нейтральная, кража, драка, наркотики, отношения спокойнее. Но все равно смотрят в оба. Как ты себя держишь, не дерзишь ли, не подлизываешься ли, не слишком ли говорлив. Первые дни – это тест, постоянный, на реакцию, на выдержку. Тебе могут предложить сигарету или налить чай. Не спеши радоваться, это проверка. Возьмешь – хорошо, но спокойно, без лести, без благодарности в 3 этажа. Начнешь юлить, отказываться через силу или восторгаться – минус, показался. Иногда попросят: передай вот это. И смотрят. Если взял не глядя, нарушил негласное правило. Не трогай чужое. Это может быть и проверка, и провокация. Могут задать вопрос: что думаешь про начальство? Или как тебе здешнее? Это не болтовня, это ловушка. Никаких оценок. Ни про сотрудников, ни про зэков. Даже если рядом только один человек, не факт, что он свой. Некоторые молчат, некоторые раскачивают. Твоя задача – держать дистанцию. Наблюдать, молчать. Отвечать только по сути, без шуток. Без показать, какой я свой. Ты под микроскопом. Не от сотрудников, от таких же, как ты. Каждое слово, каждый жест, каждый взгляд. Если ты не лезешь, не суетишься, не прогибаешься, к тебе начинают относиться нейтрально. А нейтралитет – это золото. Это база, на которой можно выживать. Теперь начинается быт. Комната на 10-20 человек, металлические кровати, скрипучие, матрас, тонкий, как коврик, подушка – формальность, постель в пятнах, иногда рваная, если повезет, дадут комплект почище, одеяло тяжелое, ватное, пахнет временем и потом. У каждой кровати тумбочка, там минимум кружка, ложка, мыло, иногда расческа, все должно лежать строго. Порядок, как в армии, только строже. Бардак – это замечание или наказание.
Вещи других не трогать. Ни полотенце, ни мыло. Даже случайно. Это табу. Причина для конфликта. Первый ужин не про еду. Это проверка. Столовая – отдельное помещение. Вход по команде. Все идут строем. Молча. В ряд. Есть быстро. Порции маленькие. Меню простое. Перловка, хлеб, чай. Иногда котлета. Сидеть только на своем месте. Не смотреть по сторонам, не комментировать, не задерживаться. После ужина вечерняя проверка. Всех ставят в линию, перекличка. Старший отряда отчитывается. Ошибка, тревога. Все по ритуалу, жестко. Потом немного времени. Кто-то пишет, кто-то просто лежит. С тобой особо не говорят. Ты новый. За тобой наблюдают. Ночь тяжелая. Свет не выключают полностью. Камера под наблюдением. Кто-то храпит, кто-то во сне бормочет, кто-то тихо плачет. Ты лежишь, смотришь в потолок. В голове каша, мысли скачут, эмоций будто нет. Но тревога гудит внутри. Кажется, это сон, но это реальность. И утром все начнется снова. Подъем, команда, зарядка, день второй. Первый день позади. Теперь главный вопрос. Как себя вести? В тюрьме важно все. Слова, жесты, взгляды. Здесь ошибка не просто ошибка. Это риск. Последствия бывают серьезные. Начнем с того, что можно. Можно говорить, но по делу, лаконично, коротко. Чем меньше слов, тем меньше поводов для домыслов. Можно спрашивать один раз, четко, не приставать, не повторять. Задал вопрос, услышал ответ – все. Можно помогать, без подлизывания. Тебя попросили – помог. Не попросили – не лезь. Не старайся понравиться. Можно проявлять уважение. Это не слабость. Это норма. Но не лезть. А спокойное, ровное поведение. Теперь чего нельзя? Нельзя лезть в чужие разговоры. Даже если очень хочется. Даже если есть что сказать. Молчать. Нельзя трогать чужие вещи. Ни кружку, ни полотенце, ни книгу. Даже если она лежит не там. Это табу. Нельзя садиться куда попало. В зоне каждое место чье-то. Даже если не подписано. Нарушишь – будут проблемы. Нельзя задавать личные вопросы про срок, про семью, про статью. Даже если разговор вроде бы завязался. Не углубляйся. Нельзя шуметь, особенно ночью, особенно рано утром. Даже если случайно. Извинись. Покой – святое. Нельзя брать в долг, даже если предлагают. Особенно если предлагают. Долг – это крючок, потом попросят отдать. И отказывать будет уже нельзя. Нельзя сплетничать. Все, что сказал одному, завтра узнают все. Даже если шепнул. Даже если доверился. Нельзя играть героя. Не надо быть альфой. Не надо качать права. Это вызывает либо насмешку, либо ответку. Жесткую. Главное правило – наблюдай, молчи. Держись ровно, без крайностей, без показухи. Если говоришь на правильном языке, тебе начнут уважать. А уважение – твоя защита. Она – твоя валюта. Тюрьма – это не только физическое выживание. Это внутренняя борьба. За голову, за характер, за самого себя. Первые дни ты живешь на инстинктах. А потом нужно выстраивать стратегию. Что делать, чтобы не сгореть, не сломаться, не потерять себя? Первое – режим. Он не враг, он якорь. Подъем, зарядка, уборка, прием пищи – все это дает ритм. А ритм убирает тревогу. Делай по расписанию, даже если не хочется. Второе – тело. Двигайся, упражнения, растяжка, подтягивание. Если есть спортинвентарь, используй. Не для мышц, для головы. Движение снимает напряжение. Третье – информационная гигиена. Не лезь в слухи. Не слушай, кто что слышал. Информационный мусор разрушает. Следи за тем, чем ты наполняешь голову. Четвертое – смысл. У каждого он свой. У кого-то семья, у кого-то вера, у кого-то мечта. Нужно иметь внутренний огонь, иначе выгоришь быстро. Пятое – дистанция. Не сближайся быстро. Не откровенничай. Не доверяй первым встречным. Тюрьма – временное место. Но связи здесь могут быть токсичными. Держи границу. Шестое – развитие. Дневник, книга, мысли о будущем. О том, кем ты хочешь быть. Даже здесь, даже в таких условиях. Пока ты думаешь, ты живой. Седьмое – принятие. Не смирение, а именно принятие. Ты здесь, это факт. Можно злиться, можно игнорировать, а можно наблюдать, запоминать, учиться, меняться. Стратегия выживания – это не магия. Это простые инструменты, но они работают. Они сохраняют тебя. И, возможно, ты выйдешь другим, сильнее, честнее, свободнее внутри.
Первый день – это не просто день, это порог. Это момент, когда человек проходит испытание на прочность. Страх, холод, неизвестность, полное подчинение новой реальности. Ты понимаешь, теперь все иначе. Нет пространства для самовыражения. Нет времени на слабость. Здесь считывают реакции, осанку, взгляд, молчание. И ты учишься быть другим. Не хочешь – сломают. Но даже в этих условиях остается выбор. Маленький, тихий, внутренний, но он твой. Ты решаешь, кем станешь, как пройдешь путь. Останешься ли человеком или нет. Тюрьма – это не только стены, это зеркало. Оно показывает, кто ты на самом деле. Маски слетают, роли стираются, понты обнуляются, остается суть. Если умеешь смотреть на себя честно, у тебя есть шанс выйти другим, сильнее, умнее, мудрее. Этот фильм не про страдания, он про знания, про реальность, в которую попадают тысячи людей каждый год. Кто-то по глупости, кто-то по слабости, кто-то случайно. И почти никто не верил, что это может случиться с ним. Если ты на свободе, береги ее. Это не абстракция, это воздух, который ты начинаешь ценить только тогда, когда теряешь. А если ты внутри, помни, все начинается с первого дня. Как пройдешь его, так и пойдет дальше. Мир. Спасибо за просмотр. Подписка и лайк – лучшая поддержка этого проекта.